Вы должны молчать и слушать. Молчать и слушать, что вам говорят. Всем привет, народ. Пришла мне заказанная релюшка. Релюшку заказал для себя, для испытания. Хотя она мне не нужна. Так что, ребята, кому это реле нужно, кто меня знает или близко живет, я могу вам ее продать. Стоимость 20 баксов всего лишь. Вот. Либо покупайте сами, переходя по ссылке в данном магазине. Купил точно такое реле, точно в том магазине, точно в такой коробке, точно, друзья, все. Значит, почему купил и делаю этот тест? Потому что мы немножко с одним человеком зацепились по поводу данного реле. Он говорит, сгорит, я говорю, не сгорит. Вот. Но сразу хочу признать немножечко даже и свою вину. Почему? Потому что я показал вам 200 ампер и сказал, что это для запуска автомобиля, для отключения аккумулятора, а в частности массы. Можно переключить, кстати, и не только массы. Вот. В чем оказался прикол? Прикол оказался в том, что я не сказал, друзья, что 200 ампер это ток коммутации контактов. То есть, что такое ток коммутации? Представляем, что мы прямо сюда подключаем наш, допустим, наш автомобиль и вместо ключа зажигания заводим вот нашим пультиком, да? Бах, и завели. Так вот, 200 ампер могут скоммутировать наши контакты, разорвать и сомкнуть, разорвать и сомкнуть. То есть 200 ампер, вы представляете, что уже хорошая сварка. То есть здесь будет проскакивать такая нехилая дуга. Вот. Так что 200 ампер это ток коммутации. А вот, друзья, когда мы с утра, допустим, видите, у нас релюха выключена, с утра пришли, включили массу, сели в автомобиль, вставили замок зажигания и заводим автомобиль. Так вот, заводим автомобиль мы, друзья, на замкнутом контакте. А замкнутый контакт, по заявлению, опять же, производителя, вернее, продавца, не знаю, как там производитель, составляет до 360 ампер. Во втором магазине, таком же, продающем такие релюхи, я смотрел, что это заявление уже 400 ампер. В третьем магазине я дошел до 420 ампер. Но практически все эти, ну не три, я там больше перебрал магазинов, почти все заявляют, что эта релюшка вот, подходит для автомобилей с литражом от 2,5 до 3 литров. Кто-то пишет до 2,5, а кто-то до 3. Поэтому от 2,5 до 3, так я и говорю. В нашем случае я купил, чтобы установить на Opel Vivaro 1.9 турбодизель и посмотреть на сей чудо-девайс в работе. Вот, так. Теперь по пунктам. Первый пункт, друзья. Почему я ее сразу разобрал и она мне сразу включена? Да потому что я ее гоняю уже 2 часа, она мне включена. Чтобы показать вам рабочую температуру. Итак, комнатная температура у нас 20 градусов. Ну, 21. Будем так считать. Смотрите, ребята, для измерения температуры катушки ни в коем разе не измеряйте саму катушку, саму намотку. Будто она там, допустим, алюминиевая, будто нержавеющая. Все, что отражает, все будет показывать вот это вот пирометр, неправду. Смотрим. То есть на самой катушке 35, 38, 39 градусов. На самой катушке. Но, друзья, на самом деле здесь у нас 60, 63, там 58 градусов. Поэтому измеряем температуру, стараемся вот на этих черных, на самой шпуле катушки, на черном этом пластике или карболите. Я сейчас попытаюсь поймать. Вот даже... Ну, это я неправду какую-то поймал, он мне показал. Сейчас, вот 55. Вот, 60 градусов. Вот. 62, 63 пошло. Но оно так быстро не растет. Это я пирометром как-то вот так получилось у меня поймал. Вот 62, 63, 65. Вот, друзья. Короче, максимальная температура, что я ловил, 65 градусов. То есть за минут 15 оно набирает свою температуру. И вот 2 часа оно примерно вот в этом пределе 60-65 градусов как-то держится. То есть пальцем держать невозможно катушечку. Ну а так вот, ну, в принципе, нормально рабочая температура. Дальше едем, друзья. При покупке данного реле разбираем обязательно это реле, как я. Разбирается все легко. Здесь вот 2 зуба таких есть. Вот. Просто отверточкой подгибаем и снимаем этот корпус. И первым делом смотрим вот на что. Итак, отключаю я контакты наши. Берем бумажку и смотрим.
То есть смотрим, друзья, как расположены у нас контакты. Параллельность, это первым делом. Ну, у нас, допустим, вроде бы как параллельно. Хотя у меня тут есть проблемка. Смотрите, включаем. И что мы, друзья, наблюдаем? Видите, какой зазорчик? Допустим, с левой стороны меньше, с правой больше. То есть пятно контакта у нас очень маленькое. Вот, в моем случае, ну, я как-то сразу закрыл его, и у меня было лучше даже. Вот так вот крутим, смотрим на наше пятно контакта. Вот, видите, как я нашел? То есть оно кроет вообще как-то криво. Немножко плоскогубцами, красиво, аккуратно, потихонечку его выравниваем до такой степени, чтобы они стояли параллельно, наши контакты. Смотрите, друзья, контактик у нас имеет форму таблеточки. Где-то я тут видел батарейку. Вот, контакт у нас имеет, грубо говоря, форму батареечки. Кстати, контакты заявлены, что они посеребренные. Блин, что тут с фокусом? Батареечки, то есть такая вот полукруглая полусфера. Так вот, ребята, добиваемся нашего контакта. Так вот я бумажку как раз таки положу. Ну, фокус, вот. Чтобы у нас он стоит сейчас вот в таком вот режиме, да? А нам нужно сделать, чтобы он стоял параллельно, максимально параллельно. Ну, примерно вот как-то так. Не так, не сяк, а именно параллельно. Чтобы было чем больше пятно контакта. Вот, плоскогубчиками аккуратно добиваетесь такого пятна контакта, и все у вас будет работать отлично. Так, ну и разобрал, опять же, показать вам. То есть, смотрите, как все в принципе так нормально приварено, нормально сделано, довольно добротно. Но, конечно же, не без китайских косяков. Этот контакт, видите, криво приварен. Ну, хотя это на работу не повлияет. Вот. Ну и что у нас здесь есть? У нас здесь есть, друзья, радиомодуль, конечно же, отвечающий за прием сигнала от нашего брелка. Да, ребята, если вы купите, допустим, с одним брелком эту штуку, и вам покажется, что вам надо еще там брелок один или два брелка, поэтому смело можете на Алиэкспресс докупить данные брелочки, они там, по-моему, копеечные, вот, и привязать сюда. У нас здесь есть кнопочка обучения. Давайте я как-то... Что ж ты не фокусируешься? Вот, короче, это кнопочка обучения, ребята. Вот она. Этой кнопочкой мы можем привязать наши пультики к нашему чудо-девайсу. Так, и один вопрос у меня, друзья, поступил. Это по поводу того, сколько же наша релюха потребляет какой ток с отключенным автомобилем. Ну, с отключенной нагрузкой. То есть, вот у нас это состояние. Вот, смотрите, у нас 14,2 вольта напряжение бортовой сети. И у нас ток потребления 186 мА, 2,6 Вт. Будем округлять 200 мА и 2,6 Вт. Все вы знаете, что зарядка, опять же, у нас составляет 14 плюс-минус 0,2 вольта, то есть 3,8 и 4,2 вольта. Это является отличным показателем. Если у вас зарядка уже меньше, то это есть какая-то проблема. Опять же, повторюсь, в моем случае у меня зарядка достигает 4,8 вольта. Но это сделана какая-то там хитрая зарядка. Вот, регулировка. То есть я немножко проезжаю, и у меня она падает аж 13,4 вольт. Так, ребята, все, наверное, что сказал, показал. У нас в инструкции, давайте я еще продемонстрирую, значит, схемка есть такая. Это мы коннектим, то есть разрываем массу, минус. А по этой схемке мы можем рвать плюс. Вот. Поэтому как кому удобно, так и подключайте. Ну, я покупал с минусовой клемкой и буду пробовать подключать с минусовой клемкой. Значит, друзья, идем в гараж, подключаем, делаем 3 подряд попытки завести автомобиль. И при этих попытках измеряем пусковой ток, пик пускового тока. Токоизмерительными клещами, клещ единица у меня есть, до 1000 вольт по стоянке. Так, все, идем в гараж. Всем привет, народ! Извиняюсь, что подсвечиваю фонариком, просто в гараже, в бусе моем очень-очень темно. Вот, сегодня будем снимать продолжение, то есть я буду устанавливать данное реле. Извините, реле пришло уже давновато, первую часть снял давно, около месяца назад, но немножко приболел, поэтому как-то все это дело так у нас и получается. Значит, вот наш аккумулятор, друзья. У меня уже снята клемма. Снята клемма почему? Потому что меня постигла 2 раза какая-то, не знаю, неудача. У меня 2 раза загорелся огнем генератор. Прямо под капотом, друзья. То есть, если вам видно,
Смотрите, генератор. Вот где красный провод у нас валяется. Я его, конечно, отключил, снял клемму с аккумулятора, дабы залить это все водой. Просто стазик олил воду. Вот. Это второй генератор установлен, а первый сгорел за месяц до него. Первый у меня вот родимый генератор. Так, что у нас тут? Где наша лейба показать? Вот такой вот генератор был. И, скорее всего, по старости получилось где-то межвитковое замыкание, и он просто загорелся. Значит, второй генератор, у меня идея такая, почему загорелся. То есть я покупал совсем по дешевке, мне его отдали, вот, и не было никакой этикетки. То есть ампеража генератора я, друзья, не знал. И есть такое подозрение, что тот генератор стоял где-то на какой-то бензинке, может быть, малолитражке. Вот, и он был на меньший рассчитан ток. Поэтому плюс старость, плюс маленький ток, и все это дело привело к возгоранию. Вот, не дай бог, это все дело загорелось бы в гараже, было бы просто хана. Почему я передумал продавать это реле? Передумал продавать. И в качестве защиты я, друзья, это реле оставляю вот здесь. Единственный минус большой, видите, какие дыры там у меня. Ну вот, все это дело просвечивается, и сюда, конечно же, из-под колес летит водичка. Ну, не знаю, наверное, буду укрывать какой-нибудь резинкой или чем, но данное, соответственно, реле я оставляю себе. Оставляю именно на этом автомобиле. Вот. Никаких других причин я по возгоранию, к сожалению, не вижу, так как вот у нас идет провод с генератора прямо на плюсовую клемму. Ну, там стоит предохранитель еще. Вот. Если кто-то может подсказать еще какие-то причины, давайте пишите, буду только благодарен. Но пока у меня одна причина, это старость и маленький ток. Вот. Значит, друзья, хочу показать еще вам одну штуковину, которую я прикупил. Так, очень плохо с фонариком все это дело видно. Значит, вот такая вот, друзья, штуковина. Это щетка для чистки клемм аккумулятора. Видите, здесь вот такая вот щеточка. И внутри тоже щеточка. Давайте я, наверное, попробую положить телефон, как-то подвесить над аккумулятором. Во. Попробую светить и показать. То есть, смотрите, берем эту щетку, одеваем просто на клемму. И вот просто прокручиваем. И получается у нас клеммка чистая. Ну и здесь вот такая вот щетка. Надеюсь, ребята, вам видно. Хорошая штука. И плюс мы ее вот таким движением открываем. Вот. И можем чистить клеммку вот в этом вот месте. Блин, не могу я одной рукой и светить, и показывать. Вы уж извините. Давайте так фонарик положу. Ну и вот таким вот образом чистим саму клемму, которая одевается на клемму аккумулятора. Надеюсь, понятно. Так, ну что, друзья, сейчас я все установлю, так как видите, очень неудобно расположен аккумулятор. И сам процесс установки я, к сожалению, снять и показать не могу. Я один, некому даже и телефон подержать. Вот, сын учится. Поэтому сейчас я установлю, и мы продолжим. Короче, народ, собрал я наш конструктор. Вот перед запуском двигателя хочу вам порекомендовать канал очень хороший под названием Борис Сопин. Отличный парень, грамотный, тоже распаковки делает, тесты инструмента, вот как я. И также занимается ремонтом автомобилей. И все это дело, конечно, показывает в своих видео. Значит, ссылочка на его канал будет под этим видео в описании. Переходите, смотрите, подписывайтесь, кому интересна тема авторемонта. Ну, а мы продолжаем. Значит, смотрите, как все у меня получилось. Получилось очень все красиво. То есть, видите, как я и говорил, вот одну пластинку я использовал в переход с клеммы на реле, а вторую с реле уже на клемму, которая идет на питание автомобиля. Вот, повесил фонарик, вы уж извиняйте, придумал какое-то освещение такое. Ну, вот как-то так. Ну и плюс у нас вот этот вот проводок вот идет, соответственно, на плюсовую клемму. Сейчас мы берем с вами тестер. Клещ щадится. Включаем наш тестер. Так, опять же, извиняюсь за освещение. Включаем, друзья, 600 ампер по стоянке.
Не знаю, видно вам, не видно. Вы уж простите. Так, включаем постоянку и включаем... включаем минимальные, максимальные показания. Значит, вешаем все это дело на клемму. То есть не на клемму, а на провод питания. У нас каких-то тут 2,9 ампера уже показало. Давайте мы все это дело прямо здесь выключаем. Так, включаем 600 ампер. Постоянка. И так, где у нас минимум, максимум, максимум, минимум. Вот, все, ток у нас, друзья, по нолям. Берем наш брелочек и нажимаем, включаем наше реле. Видите, по магнитоле у нас машина включилась. Ну что, и пробуем заводить. Включаю зажигание, показываю, машина холодная, не теплая, не горячая, холодная. Итак, пробуем заводить, друзья. Выжимаю сцепление. Машинка у нас заведенная. Очень легко завелась. И смотрим показания, друзья. 251 ампер. Пусковой ток у нас зафиксирован максимум. Надеюсь, видно и понятно. Глушим наш автомобиль. Давайте опять я, чтобы мне не тыркать, не обнулять, я опять сделаю полное выключение, вы все видите. Опять ставим 600 ампер. Опять ставим постоянку и опять ставим показания. У нас 0. И опять заводим. Автомобиль у нас заведен, друзья. Смотрим на ток. У нас уже 316 ампер. То есть показания, конечно, у нас будут постоянно отличаться. Итак, глушим наш автомобиль. Опять для подлинности вырубаем тестер. Включаем у нас на 600 ампер постоянки. Включаем, друзья, постоянку. И переключаем вот этот вот минимум-максимум. У нас на дисплее по нолям. И третий раз заводим авто. То есть все в реальном времени. Магнитола нам не нужна совершенно. Видите? Все легко заводится, ребята. И у нас ток на сей момент 314,5 ампер. То есть это наш пусковой ток. Так, давайте я глушу автомобиль. И, соответственно, берем пультик, вырубаем наше реле. Все, у нас свет автомобиля потух. Все вырубилось. И смотрите, я буду пальцем. Просто ледяные контакты. Просто ледяные. Ни грамма ничего не нагрелось. Релюшка тоже ледяная. Все ледяное, друзья. Вот. Ну вот установил релюху. Сейчас. Включаю. Все заводится без проблем. Единственный совет такой, что при постановке машины в гараж, либо когда вы приехали с работы и уже не будете ее брать и заводить, не забывайте отключать кнопочкой OFF, вот этой вот с пульта, нашу реле. Если просто заглушить автомобиль и пойти там переночевать, не исключено, что само включенное, друзья, реле у вас вытянет весь заряд аккумулятора. Все, друзья, на этом, надеюсь, все всем понятно объяснил, показал, рассказал. Вот, я постараюсь ссылочки дать. Я нашел еще электронное реле, там на больший ток. Поэтому, кому интересно, обязательно переходите, смотрите и те реле. Ну, конечно, те реле подороже, но все-таки, я думаю, они понадежней. Вот, это же реле у меня остается здесь навеки вечные, дабы я больше не волновался и спал спокойно за свои генераторы. Вот, ну, а мне остается купить еще третий генератор и поменять его. Посмотреть, что у нас получится. Да, не забывайте переходить на канал Борис Сопин. Смотрите, подписывайтесь. Очень интересный и грамотный, я бы сказал, даже канал. Грамотный человек. Все, друзья, на этом всем пока. Всем спасибо. Если кому-то что-то непонятно,
Пишите, чем смогу, тем всегда помогу. Пока-пока. Ты заходи, если что.